Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 10 по 16 июня. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем реалистами, но любой прогноз не может служить ведь основанием для принятия важных решений. Но я так думаю, что если мы призовем наше шестое чувство на помощь, то какой-то пазл, может быть, или подсказку вы для себя найдете в этом таро-прогнозе. Итак, давайте мы узнаем, как видят карты для вашего знака зодиака эту неделю. Первая карта. Что важно знать? Или оценка ситуации. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время, по мнению карт? А что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Как продвигаются. По финансам. Что нам скажут карты? И в личной жизни, что нас ждет. Итак, что важно знать? Колесо фортуны. 50 на 50. Либо выгорит, либо нет. Либо состоится, либо что-то встанет на паузу или уйдет. Либо я выиграю, либо, так себе проект. Вот именно в этой колоде вот эти 52%, когда что-то может случиться с минусом, мы как будто должны предугадать, по крайней мере, просчитать, может быть, свои действия, если какое-то дело у нас не получается. Или, к примеру, мы начали какой-то проект, а в процессе видим уже, что, о нет, нам туда не нужно. Значит, вовремя уйти, выйти из этого проекта или так ретироваться, может быть и по-английски, для нас тоже будет важно. По этой карте мы не узнаем, каков же этот самый результат, пока мы не проучаствуем. И поэтому какая-то скорость предполагается, может быть, быстрота нашей реакции на какие-то возможности. Но и когда мы надеемся сами на себя и себя не подвергаем риску. То есть вообще держать руку на пульсе в течение недели. И если что-то для нас складывается, в неожиданный плюс, мы как будто можем и должны попробовать, но оставлять какую-то реальность в центре внимания. Но чаще, конечно, по колесу фортуны проигрывается какая-то возможность, и поэтому упустить так мы точно чего-то не должны. Поэтому скучать будет некогда. Вот так нам говорит карта. И давайте посмотрим, чего же не избежать. Интересно просто уже, да? Какая-то новость к вам придет. Может быть, новость, связанная с вашими детьми, даже с детьми подросшими, вполне вероятно. Или вам захочется докопаться до сути, до какого-то факта. Правда, могут быть какие-то новые и предложения, совершенно новые. Может быть, даже в той области деятельности, где вы прежде, ею не занимались. Или это могут быть новости вообще с какой-то другой сферы жизни или от людей, когда, есть элемент внезапности. Нам могут как и предложить что-то, может быть, в каком-то деле проучаствовать, где вы себя не чувствуете профессионалом. Или попробовать себя в каком-то, может быть, и новом бизнесе, да. Вот к чему-то нас тут могут словно склонять. Вот есть такой момент. С другой-то стороны, чего не избежать, это может быть какая-то неожиданная новость, когда вы предполагали, что вы, может быть, ждали решения какого-то или получения документа, а здесь это может прийти с каким-то другим значением. Вот этот момент как будто присутствует. Так или иначе, информация какая-то к нам приходит. А вот как мы будем с ней взаимодействовать, зависит и от ситуации, и где-то от вас самих. Чему сейчас не время? Обе ваши карты, вашей энергетики. Но сейчас не время как будто выносить какие-то вердикты. Не время, может быть, подводить итоги, как ни странно, хотя у нас Козерог проигрывается, как раз полнолуние в Козероге, точнее. И это время, когда мы можем, получить, наверное, как какую-то информацию и закрыть какой-то вопрос. Не время, тем не менее, почему-то, видимо, что-то, может быть, вы и завершаете, но есть определенно то, что пока вы не можете совершить. Или есть какая-то задумка,
мои дорогие близнецы, может быть, она связана с каким-то оформлением юридическим, или, может быть, она связана со здоровьем вашим, правда. Иногда все-таки по карте Король мечей у нас проходит, как и узкие специалисты, к примеру, врачи, медицина, может быть, обследование какое-то. Ну вот, как будто что-то мы можем перенести из-за какого-то дела, может быть и так. Что-то идет не по плану, и вы как будто те самые планы свои можете скорректировать, сдвинуть как будто на какой-то срок. Потому что, видимо, по степени важности что-то одно в приоритете, а остальное может зависеть как раз от какой-то основной либо причины, либо информации, либо какого-то дела или вашего проекта. Но так или иначе не время кому-то что-то доказывать, понимаете, или оспаривать свою правоту, или, ну, где-то проявлять холодность, язвительность. Нет, все-таки, видимо, надо идти по ситуации. Раз у нас выпадает колесо фортуны, значит, где-то нам тут придется быть, ну, в таких и лояльных энергиях, но в то же время не терять связь с какой-то конкретикой. Может быть, ее не демонстрировать, не заявлять то, что вы думаете, или то, что для вас сейчас важно. Может быть, люди будут глухи, а может быть, ваши какие-то слова потом будут исковерканы, искажены, и кто-то обернет против вас. Вот поэтому будьте внимательны. Что же нам помогает, давайте узнаем. Конкретный человек нам какой-то может прийти на помощь, который, как и делом, может помочь, и деньгами может помочь, каким-то ценным советом. Может быть, это у кого-то проиграется, помогает нам решение какого-то вопроса, если мы не торопимся получить результат и эффект. Вот в принципе, да, какая-то неспешность нам помогает. Мы говорим, чему сейчас не время. Выносить вердикты или словно демаркационную линию подводить. Выводы, итоги какие-то. Несмотря на полнолуние в Козероге, которое 3-го произошло, и как раз, ну пусть это уже неделя у нас с 10 по 16 после, ну может быть либо какие-то задачи у нас новые появляются, либо ну не все мы, значит, смогли решить. Такое может быть. И вот если мы где-то запасемся терпением, то как раз наш вопрос так или иначе все равно решится. Может быть, это знаете как, вы можете поменять, допустим, специалиста. Вот, кстати, если мы говорим, вынуждены, допустим, обратиться по королю мечей, может быть, мы поменяем адвоката, юриста, врача, вот тут что-то такое. Как раз нам помогает элемент новизны. И в зависимости от того, кто это будет, тут ведь у нас персональная карта, хотя персональная она ваша. Это ваша энергетика, но не всегда это только вас обозначает карта. Часто это именно вот такие специалисты проходят. И здесь может помочь решить вопрос, когда мы, ну так немножко направление изменим и обратимся за помощью, может быть, кому-то другому. Или посмотрим на какое-то дело с другого ракурса. Но так или иначе, наверное, вопросы мы все равно свои какие-то основные мы решим, даже если нам придется потратить какое-то количество времени. А для кого-то из вас это может быть приятная какая-то новость или как предложение осуществить проект, который в последующем, кстати, это ведь тоже в значении помогает, который для нас принесет какие-то деньги. Это своего рода всегда, как, знаете, марафонский забег, когда мы начинаем, может быть, даже бизнес, вот в самом начале, не имея, может быть, достаточного даже капитала, но вот как-то мы так выкручиваемся очень удачно, что в последующем у нас и деньги в рост, и вообще какие-то перспективы сами по себе. Всегда это перспективы на далекую дистанцию, и это в значении нам помогает. Поэтому как терпение, повторюсь, нам помогает, так и планирование на такой далекий промежуток времени. Ну, наверное, большое видится на расстоянии. Вот есть такая фраза. Ну, вот и где-то в этом ключе нам это приходит на помощь. Дела, работы, бизнес. Давайте посмотрим. Ну, вообще у нас все под контролем. Даже если что-то тут, какие-то заминки или, ну, не так вот идет, как мы хотим. Это может быть как взаимодействие с человеком, который прочно стоит на земле. Буквально, может быть, сделал себя сам какой-то специалист. Может быть, и вообще люди, которые наделены, часто статусные, проходят тоже по этой карте люди, к которым мы, опять же, можем обращаться. И это может быть ваша просто энергетика,
когда я рассчитываю сам на себя, и у меня все под контролем. Надо сказать, благополучный период, даже если что-то тут у нас как-то сдвинется по срокам, например, да, я могу предположить, или убыстриться, вот как по колесу фортуны может быть, так и где-то какая-то пауза, заминка, или, ну, может такое быть. Значит, все равно так или иначе мы все вопросы решим, и у нас все под контролем. Я бы сказала, нет чего-то глобального. Все идет своим чередом, но, может быть, в каких-то своих временных рамках. И как может быть просто взаимодействие у кого-то по делам, работе и бизнесу с человеком, допустим, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, может быть. И есть какой-то общий ваш проект, который по финансам тоже какие-то перспективы сулит. Или это могут быть еще люди, которые занимают пост и вам помогают оформить какие-то документы. Тоже такое может проиграться. Что у нас с деньгами? Ну, правда, тут какие-то перспективы по поводу денег, и мы как будто экзамен проходим, мы готовы учиться чему-то. У кого-то проиграется, как я пошел на курсы, может быть. Вот я изучаю какую-то новую область, для меня, может быть, новую, или я изучаю язык, или я вообще обучаюсь чему-то, сдаю экзамен, и для меня открываются новые перспективы по финансам, потому что сама по себе тройка пентаклей – это карта перспектив. Это, как знаете, какой-то кармический урок. С одной стороны, может быть и жизненный экзамен, и мы его проходим и решаем какой-то вопрос. У кого-то может так проиграться. Но чаще это мы именно свои какие-то знания, полученные таким или иным путем, мы прикладываем на практике, это нам обозначает как рост финансового дохода. И так для кого-то тоже может проиграться. Но есть уже какая-то заинтересованность ваша заниматься каким-то проектом. И как будто это не будет в пустоту, а это будет в деньги. И это уже хорошо. У нас две все-таки пентаклевые карты выпадают, да и тут что нам помогает? Деньги. То есть, в принципе, мы успешно решаем какие-то денежные вопросы. И, видимо, с финансами или вокруг финансов так или иначе будут крутиться ваши события. Или так или иначе вы будете переосмыслять, даже если это касается отношений. Все равно вы каким-то образом через финансы это будете делать. И личная жизнь, карта харизматичного лидера. Вообще у вас выпало 3 короля. Значит, неизбежно мы пойдем либо в какие-то инстанции, либо у нас будут в каких-то учреждениях, либо переговоры, разговоры, обсуждение каких-то у кого-то проектов или решение каких-то вопросов, подписание документов или печати мы можем ставить. Но, безусловно, есть какой-то элемент статусности, когда мы и сами как бы наш статус можем вполне поменять, или по работе могут какие-то предложения, перспективы для нас однозначно открыться, и плюс еще с деньгами, так и какие-то вопросы, может быть, связанные, ну, даже где-то с переездом, жилищем, иногда такое тоже проигрывается, потому что как будто новые какие-то горизонты вы видите уже. С другой стороны, поступать так, как мы считаем правильным, но у вас выпадает на личную жизнь король жезлов. И тут не про любовь, но это карта харизматичного лидера, и это, наверное, общая энергетика, когда мы остаемся на своей волне и верны своим каким-то принципам. Мы должны быть, с одной стороны, честны сами с собой, увидеть по факту какую-то ситуацию. Вот у нас с этого, собственно, все и началось. Поэтому торопиться, первое, точно куда-то не стоит. И если что-то у нас задерживается, значит, мы на это смотрим спокойно. Где-то какой-то проект у нас как будто точно все равно получится. И если для вас проигрываются как возможности что-то оформить или решить по деньгам, как-то удачно складывается ситуация, будет и момент, когда, может быть, нам придется, куй железо, пока горячо мы говорим, да, куда-то и поехать, и как-то провзаимодействовать. Скучать в целом на неделю будет некогда. Не могу сказать, что хоть одна карта нам тут говорит про любовь. Видимо, как-то не до любви. Много насущных вопросов или много ваших интересов, мои дорогие. Удачная неделя в зависимости от того, как вы, опять же, распорядитесь какими-то и ресурсами, и возможностями. Перекладывайте на себя вот так вот. Все где-то вокруг каких-то дел и финансов практически проходит неделя.
Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.